А я тем временем покажу и расскажу вам историю о том, как я отправился в дальний путь на восток и проехал 13 тысяч километров, чтобы увидеть озеро Байкал. Боже, как хотел я увидеть свет, и как посчитал бы нужную жизнь мечтал. Удачи тебе, всего хорошего. Спасибо, Иван. Спасибо, что подбросили. В исполнении моей мечты обещалось примерно 1800 километров. Где-то там вдали есть мое место силы, которое зовет меня. Место, которому я принадлежу. Это был почти гоп-стоп. Итак, мы с моим хостом с каучсерфинга Пашей ранним утром отправились в поселок Листвянка, расположенный в 70 километрах от Иркутска. Место на самом деле пресквернейшее, не имеющее ничего общего с истинным духом Байкала, направленное на выкачивание денег из туристов, заселяющихся в абы-как налепленные отели за сумасшедшие деньги, рядом с которыми вам не дадут насладиться видами орущие зазывалы, предлагающие отвалить денежную котлету за прогулку на катере. Поэтому мы сели на паром, переправивший нас на противоположный берег реки Нгары, истекающей из Байкала, чтобы прокатиться на Кругобайкальской железной дороге, где по сравнению с Листвянкой была совершенно другая атмосфера. Блин, это максимально спокойное место. Она просто ледяная.
будет. Причем самое главное, что поездка с таким видом стоит 78 рублей, ну, по крайней мере, до нашей точки. Но всего полного 163. Это очень смешно. Там уже все лучше и лучше видны горы на той стороне. Здесь проблема этого места в том, что хочется снимать просто все, каждый фрагмент. Понятно, потом маленько глаз замылится. Сейчас туда, сейчас это. Сейчас. Зачет у нас. Огромным плюсом было то, что дизель часто делал 5-минутные остановки, в которые можно было подышать воздухом и насладиться видом. Там, в общем, от железки 900 метров идти, так, в самом конце деревни. К вечеру мы доехали на дизеле до деревни Маритуй, то есть мы проехали порядка 50 километров. И чтобы осознать всю масштабность Байкала, то вот эти 50 километров в сравнении со всем озером. Все серьезно. Видишь, комната сдается. Да, я вот так пошел. Вот тут явно раньше магазин был. А уже 55 людей. Здесь остановка, очевидно, была когда-то. В дождь хорошо тут прятаться. Тут несколько домиков брошенных, а так народ живет, видишь, тарелки понаставили. Ну, лето тут хорошее, что скажу. Вот, конечно. А вот зимой, наверное, здесь тяжело будет. Почему? Электричество круглый год ходит. То есть продукты привезти без проблем, хоть что-то. Привет. Привет. Хороший. Блин, здоровый сибирский пес. На ночевку мы остановились в гостевом доме в ущелье между двух хребтов за 500 рублей сноса, в котором есть все, что нужно для жизни. Ну, кроме разве что Wi-Fi, связи там не было вообще. И есть коза, собака, куры, даже кошка. Короче, полный двор живности. Но, конечно, самое главное, что здесь есть, это просто невероятные виды.
как в общественном месте, да? Вот что-что, общественности здесь точно нет. Неплохое завершение дня. Да, факт. Ну, что там, на Байкал. На нас на Байкал. А он почти ничего не весит. За знакомство. Да. Каучер. Это байкальский омуль, который водится только на Байкале. Да. Короче, мы не успеваем сидеть и замечать каких-то животных, которые проходят мимо нас и проскакивают деревья. С одной стороны, конечно, приятно, но мы понимаем, что тут медведь такой. Сидели мы с Пашей до самой ночи, и тогда нам открылся Млечный Путь, рассекаемый падающими звездами. Ну вот мы сейчас решили попить еще чай. И должен сказать, что здесь очень холодно прям. Блин, ну по ощущениям градуса 2, наверное. Поэтому чай прям максимально сильно согревает. 2 дня долго пропотел, да? Ну, конечно, пошел помыться. А сегодня это... Я вчера с вечера кинул пончо на радиатор. И где-то без 15:07 мы просыпаемся от вони ужасной. Короче, она загорелась, она задымилась. И теперь пончо имеет у меня такой особый дизайнерский вид. Цвет осени. На следующий день мы продолжили путь по Кругобайкальской железной дороге, но пешком по шпалам. Эйо! Эйо! Тиририририров. Надо, да, сейчас как в резонанс войдет. Forever
шпала, что ли, точно. На шпалу? Ну, да, чувствую. Во, блин. Яма дыхательная. Вот ты видишь, электростанция заброшена. Ага. Несмотря на то, что уже стояла осень, я обязательно должен был сделать одну вещь, приехав на Байкал. Ай, какой он холодный. Ой, как холодно. Ой, блин. Все, я обратно. У меня аж кожа даже покраснела немножко. Но ощущение вот прям, будто кожа как будто горит. Кипяток мало, Да, все. Нормально подогрелось или еще греть? сверху этот тепловатое, вот снизу нормально, ты перемешивал? Перемешивал, да? Ну, с этого все прохладненькое, можно сказать. Так, сейчас по плану у нас автостоп до города Аршан. Спонтанно. Спонтанно, да? Получается, до туда ехать, ну, сколько там, километров 70 прямо, и еще, 20. короче, много. У него 2 секунды доли оценить, тормозить или нет. Если ты начинаешь нравиться. Едешь. О. Здравствуйте, а вы в сторону Аршан не едете? А, ну давайте До до стрелки поворота, мы- да. Давайте. Ну я в путешествии снимаю, типа, хорошо тогда.
Я снимаю типа влогов путешествий такого. Подобравшая нас девушка Марина хоть и не ехала в Аршан, но разговорившись, решила завести нас прямиком туда. То есть она сделала специально для нас крюк в 50 километров. Дорога хоть и была холмистой, и то и дело заставляла машину подпрыгивать, но ровно и без ям. Но тем не менее Марина предпочитала ехать не спеша. Ну, потому что... Все целой семьей на прогулке здесь. А за мамой. Коротая время за приятной беседой с Мариной, я уже начинал понимать, зачем мы едем в Аршан. Ну, здесь, конечно, сама безмятежность, эти вон кони, которые ходят и на фоне гор. Если я, например, говорю там русский человек, он меня ругает, ты почему так говоришь русский? Да. В Канаде нельзя говорить там ты бурят, там ты русский, или ты там американец, или индус, или китаец. Такого нет. Там все у них одинаково. Там вообще нельзя национальности. Он и не понимает, и он меня все время ругает, ты нетолерантный, и все. Подобие, что-то такое все время. Хотя я, в принципе, тоже ко всем ровно отношусь. Самое главное, хороший человек был бы, все. Сейчас молодежь такая, и слава богу, чтобы они не знали и не делили на нации. Так, ну что, мы приехали в город Аршан. Ну как этот поселок, кстати. Поселок, да. Сейчас покажу, зачем. Вкус прочувствовать. Смак попробовать. Давай, Ну чин-чин. За второй день. За такие же стремительные путешествия. Главное, он же удачный. Да, факт. Это позы. Национальное бурятское, правильно же блюдо? Монгольская, калмыцкая. Это что-то вроде пельменя. Их и хинкаля вместе взятые. И равиоли итальянское. Это мясо в тесте. Все просто. И манты, да? Да, Азиатские. То есть да. в каждом регионе или в стране называют по-своему. Мы сегодня остановились в небольшом домике. Сегодня на улице прям очень холодно. Но это горы. Прямо здесь сейчас высота над уровнем моря 900 метров. Но самое главное, когда выходишь на улицу, ты понимаешь, что здесь вообще нет никаких звуков. Здесь не гавкают собаки, не поют птицы, нет никакого стрекота. Только оглушительный звон в ушах. Выходишь ты ранним утром сентября в глухой русской деревушке, чтобы попить чай. Поднимаешь глаза и видишь вот это.
а? Привет, хороший. Ты тоже любишь по горам лазить, да? Ну что, спустя примерно 3 часа я пришел на вершину моей первой официально так по-настоящему покоренной горы. Пик любви Саянских гор высотой 2100 метров. Здесь уже снег лежит. Конечно, сегодня облака. Если бы их не было, то были бы видны хребты, которые здесь еще больше возвышаются, и долины. Но горы — это такая вещь, что их нужно благодарить хотя бы за то, что они позволили мне сегодня забраться. Особенно учитывая, что здесь сегодня совершенно нет ветра. Вот она пришла, красавица. На тебе хлебца. На. Всё. На. Я показал. Ем. Ой, куда ты? Блин, молодец. Какой. Я аж испугалась. Шоколадка? О, подари, Таня. Тальцинская. Это у нас Тальцы. Ну вот в Листвянку, когда едешь, там Да. на 47-м километре музей деревянного зодчества под открытым небом. И сейчас у нас есть вот свои производства. Вот тальцинский шоколад оттуда. Спасибо. Подарок на высоте много метров. Блин, спасибо, очень приятно. Вес 120 там или сколько ли? Людмила и Татьяна отдали мне почти всю свою еду. И
Мне кажется, бродяги, лацухи должны делиться друг с другом едой. Обязательно. Поэтому, на, держи, бекончик скушай. С одной стороны, конечно, очень жаль, что не видно долин, не видно других гор. Ну, в принципе, вообще ничего не видно из-за густого тумана. Но с другой стороны, есть все-таки в этом какая-то такая сайлент-хильная тема. Чувство какого-то единения, одиночества одновременно с природой. И отсутствие хоть каких-либо звуков. Блин, ну правда минеральная. Вот еще очень классная тема в Бурятии в том, что здесь сохранился такой свой национальный колорит и национальная кухня. Но вот сейчас я пил бурятский чай, который по факту на самом деле даже не чай, а как суп, потому что в основу этого чая входит пшеничная крупа, обжаренная с солью, молоко и масло. Но это очень обычный вкус. Ну, потроха. Я серьезно, я не шучу. Затем нам нужно было добраться автостопом обратно в Иркутск. Здорово. Да. Все, иди и давай это. Это что сзади? Это стоит все, блин. Не убежай. За 2 попутки мы добрались до находящегося на берегу Байкала Култука. И там мы конкретно встряли, потому что зашло солнце, а вместе с ним тепло, в то время как с Байкала тянуло холодом. То налево, то направо. Это, наверное, максимальный уровень сложности сейчас. Не, ну это автостоп. Это же... Ночью 2 мужчин. Это прям тяжко. Часа через 1,5, когда мы в крае колели, за нами все же остановился парень, который довез нас до самого Иркутска.
Так, но последним шагом, чтобы добраться до Иркутска, мы решили запрыгнуть трейнпопом и доехать. Погнали, погнали. Ладно, шутка, нам нужно срочно попасть на трамвай. На последний. По возвращении мне нужно было починить палатку, которая сломалась во время гоп-стопа под Кемерово. Так, ну, дугу я вроде заменил, однако, когда я убегал от гопников, палатка волочилась по земле, и вот тут вот вне палатки образовались вот такие вот дыры. И чтобы их залатать, нет ничего лучше, чем старая, добрая, синяя изолента. Перфекто! Так, ну что, сегодня я хочу добраться до острова Ольхон на Байкале. До него примерно 250 километров на север. Несколько часов я маленькими кусочками по 30 километров двигался вперед. Меня подвозили то приехавшие на заработки армяне, то таксист, то работники исправительной колонии, пока за мной не остановился добродушный мужчина, представившийся дядей Юрой. Да, Саша, и еще мы сделаем одну остановочку в Баяндае. Я всегда там останавливаюсь. Во-первых, маленько и машинка чуть-чуть отдохнет. И там есть там кафешки всякие, можно покушать и сходить в туалет. Хорошо, дядя Юр. Так что, окей. если не против, там сделаем где-то на полчаса перерыв, остановочку. Да, конечно. И поедем дальше. Хорошо. Нормально? Да, отлично, конечно. Дядя Юр, давайте. Так. Пару секунд видео просто. Чтобы было видно, да, табличку? Да. Едем на Байкал! Банда местная. Дядя Юра, кстати, решил довести меня прямиком до паромной переправы, ведущей на Ольхон, хоть ему было и не по пути. Так что здесь, если, Саша, сюда надо к тебе на месяц приезжать. Ну, допустим, у нас тут всякие красоты. И то, я думаю, тебе этого времени не хватит. Тебе покажут самые основные, самые известные такие места. Но вот если куда-нибудь забраться, скажем, где-то Верховной Лены, ёпта мать. Мне здесь просто нравится цвет асфальта. Он такой красноватый из-за цвета земли. Приближаясь к Ольхону, пейзаж стал меняться, а вместе с ним и ощущения, которые я испытывал от нахождения там. Вообще Байкал, и в особенности остров Ольхон, это древнее шаманское место, и здесь по сей день сохранились обычаи, уходящие корнями в тысячелетнюю историю шаманизма. Примером одной из таких традиций является процесс, называемый бурханить. В местах силы, где обитают духи, а такие места обозначаются столбиками, зачастую обмотанными ленточками, принято делать подношение духу, живущему там. В напиток, в основном алкогольный, погружается безымянный палец, и щелчком жидкость разбрызгивается по 4 сторонам света, и небольшая часть напитка дается земле. Кроме того, духу нужно оставить какое-то подношение – монету, сигарету, любую вещь, которую путнику не жалко, задабривая тем самым духа и обеспечивая себе благополучную дорогу. Я смотрю, здесь камни как-то бывают. Интересно, да? Это есть такой обычай, чтобы, как говорится, потом вновь сюда вернуться, вот такие вот пирамидки. Я так понимаю, нам сейчас вот направо там, да, и проехать чуть-чуть. Сейчас направо, дорога отвернет. Мы тут, да, Проклиная. мы тут с дядей Юрой сделали остановку возле памятника бродяге. И здесь открывается просто невероятный вид. Вот видишь, вот тут местные чайки, как говорится, тут внесли.
Немного товарищу досталось. Вот, Саша, приедешь домой, и у тебя будет прямое доказательство, что это никакой не фотошоп. А что вот ты здесь был, С это? настоящим бродягой, да? С настоящим два бродяги стоят. Сразу двое. А воздух-то какой, Саша, это же песня. Одним воздухом опохмелиться можно. Дядя Юра довез меня до бесплатной паромной переправы на Ольхон. Обычно здесь многочасовые очереди из машин, однако ввиду того, что была осень и из-за коронавирусных ограничений, людей практически не было. Ну что, я иду туда на борт. Да. Все, дядя Юра, спасибо вам, что вы. То есть, Взаимно. да, приятно было познакомиться с вами. Конечно, Да. отлично. На пароме попросился подбросить меня, и семья довезла меня до деревни Хужир в центре острова, основной отправной точки всех туристов, приезжающих на Ольхон. И совсем рядом с деревней находится одно из самых красивых мест острова. Охренеть. Я обещал своему другу Егору, что по приезде на Байкал я оставлю одну сигарету из Минска и выкурю ее здесь для него. Вот она, в пачке уже абсолютно раздавленной. И мне кажется, места лучшего, чем это, не найти. Так, ну, романтика, пора искать место, где ночевать сегодня. Основным транспортным средством для передвижения по острову являются буханки. Потому что здесь, на острове, нет нормальных дорог, вот только такие песчаные. А на севере острова так и вовсе начинается настоящее бездорожье. Ну, я же бродяга, поэтому буду искать место самое дешевое место там, где не нужно платить. Поэтому я пришел на Сарайский пляж, и дядя Юра сказал, что здесь вообще нельзя ночевать с палаткой. Но я этого не знал, и заберусь куда-нибудь подальше от людских глаз. Ну что ж, это выглядит как отличное место для ночлега. А еще сегодня дядя Юра во время поездки дал мне немножко своего самодельного виски. Дядя Юра, ваше здоровье. Я поужинал, попил чай с медиком. И здесь такое красивое небо с тысячами звезд наверху. Блин, это такая тишина, нет ветра, никаких звуков. Так спокойно. Один из лучших вечеров в моей жизни.
Что вы думали? Это Байкал. Вообще Ольхон является территорией Прибайкальского заповедника. И для его посещения нужно получить специальное разрешение. В принципе, для посещения Хужира тоже оно нужно, но здесь его никто не проверяет. Однако, если идти дальше, на север острова, там есть блокпосты, где проверяют разрешение, если оно. В случае его отсутствия штраф большой, 3-4 тысячи рублей. Смотрите, какая милая нерпочка на упаковке из-под мороженого. Нерпа — это тоже эндемик Байкала. Это такой маленький милый тюленчик. Посещение парка на 5 дней пешком мне обошлось 700 рублей. И вот мне выдали на руки такое вот разрешение. Так вот, пока идешь на солнышке, даже жарко. Конечно, в сравнении с сегодняшней ночью, когда было 2 градуса, это очень контрастно. Ну, что поделать, резко континентальный климат. Сибирь.
That is all that love's about, and we'll recall when time runs out that it only a moment to be loved.
Цивилизация. Есть кто? Здравствуйте. Есть кто? Здравствуйте. Я пришел в кемпинг, потому что мне нужно зарядиться. А все отели очень дорогие, здесь минимум 1500 рублей за ночь. Но в кемпинге никого нет вообще. Это прям максимально как-то крипово выглядит. Но через букинг мне все-таки удалось связаться с хозяином. Он поехал покататься в местности. И он пока поставил палатку просушиться. Вообще здесь на самом деле довольно уютно. Просто что как-то без людей довольно одиноко. Так, ну что сказать. Мы сейчас со смотрителем кемпинга Олегом пообедали, покушали, он меня накормил, выпили, чайку попили. Я должен сказать, что Байкал и Ольхон — это место силы. Это не просто место, в которое ты приезжаешь там пожить в люксовом номере, там пофотографировать, там бухнуть. Это место какое-то гораздо большее, наверное, что ли. Меня все время не покидало ощущение того, что Ольхон — это какое-то живое существо. Блин, я не знаю, я никогда не смогу передать через видео то, что я ощущал, но это прям очень необычно. Но вот что я рекомендую, так это не снимать какой-то дорогой отель и точно не ездить на буханках по достопримечательностям, а, возможно, вот взять палатку свою и за 400 рублей разместиться в местном кемпинге, «Цветок под снегом» называется, и, может быть, неделю какую-нибудь, или сколько времени вам угодно, и сколько времени позволяет, походить в какие-то пешие походы или велопрогулки, и тогда вы поймете, про что я говорю. Ну а касаемо проведенного моего времени здесь, блин, ну это было просто незабываемо, если честно. Я очень устал, я за 5 дней прошел больше 100 километров. Ноги все в мозолях, прям в кровяных, прям ужасно болят. Но это с лихвой окупается тем, какие виды я видел. Мне очень повезло с погодой. Вот буквально все дни стояла солнечная хорошая погода. Единственное, вот в один день было пасмурно, но, как бы это ни было странно, именно в тот день, когда было пасмурно, была самая теплая ночь, потому что когда вот солнечно, часа в 3-4 утра начинается настоящий дубак, и вот приходится сворачиваться клубком в спальном мешке, надев все, что есть. Я спал в 3 парах носков, в перчатках, надевая капюшон, чтобы согреться. Ни разу, кстати, за все 5 дней у меня не спросили разрешения на посещение парка, но если вы будете посещать это место, то в любом случае покупайте, особенно если вы это будете делать в курортный сезон, летом, потому что это действительно спрашивают, и штраф действительно большой. Но, конечно, самое главное — это то, что я был один. Нет, ну, конечно, мне встречались люди по пути, там, я встретил, может, 3-4 десятка человек, которые проезжали мимо, там, на буханках, на машинах. С некоторыми из них я перекинулся пару слов. Хотя нет, была одна компания, которая, переговорив со мной, подкормила меня. Да не то, что подкормила, они дали мне шоколадку, омуля, фруктов, ветчины, пива, водки, сигарет, короче. Короче, сделали так, что я точно не пестовал и не голодал. Но в любом случае, тот факт, что я находился в одном из самых красивых мест на Земле один, в месте, посещение которого было моей мечтой, это невероятный подарок судьбы. Creatures of my